Всем привет из Германии! Сегодня выходной день, и мы снова в дороге, снова в пути. Мы уже выехали из города Мингероде, в котором проживаем, и въехали в город Дудерштат. И как всегда, я любуюсь красотой небольших немецких деревенек. Какие красивые сказочные дома, красиво оформленные территории перед домом. Вот просто все радует глаз, согласитесь. А сейчас перед нами здание Stadthaus, это мэрия города Дудерштат. На этом участке тротуар и проезжую часть дороги в прямом смысле разделяет розовая полоса. Здесь высажены розы розового цвета, ярко-красного, а здесь целая поляна красных маков прямо в центре города. Да, и такое, оказывается, можно здесь увидеть. Вот мы выехали уже за пределы города Дудерштат, и, как всегда, перед нами поля, луга и красивые лиственные леса. Вот такая красота за окном. А мы сегодня едем в немецкий город с очень красивым названием, в город Айзенах. Этот город находится на северо-востоке Германии, в Тюрингии. Погода сегодня шикарная, тепло, но не жарко, хоть и облака низко, но дождя нет, чудесно, солнечно и ясно. И вот мы въехали в небольшой городок, и знаете, так непривычно видеть вот здесь вот 8, 6, 5-этажные дома, просто удивительно, но не успев полюбоваться этим городом, снова оказались в лесной полосе. Вот прямоствольные красивые деревья, это, как мне сказали, это дерево бук. Леса сменяются лугами. Вот здесь очень красивая обочина, вся в красных маках. Ну вот, просто не могла не заснять. И вот продолжение этой красоты. Я почему-то думала, что у мака очень короткий срок цветения, но здесь так долго красные маки цветут. Вот мы въехали в очередную немецкую деревеньку, на горизонте церковь. Все так же мило, красиво. И вот увидели с трассы первую, надо сказать, торговую точку, решили остановиться. Здесь продавали и рассаду помидоров, и овощи, и фрукты, сок, вино. И вот такая вкусная, аппетитная витрина. Черешня, клубника, абрикосы, малина. Просто красота. Привет. Покажи, что мы купили. Клубнику такую шикарную, крупную, малину, черешню. Помидоры. И будем выращивать помидоры. Да. Красота. Не говори-ка. Так захотелось сразу всего попробовать. Подошла, помыла руки, вытерла полотенцем и поехали дальше. И вот перед нами вновь ветряные электростанции. Ветроэнергетика Германии по установленной мощности занимает 3-е место в мире после таких стран, как Китай и Соединенные Штаты Америки. И куда бы мы ни поехали, в какую бы сторону мы ни направлялись, мы везде видели и видим эти ветряные электростанции. Какие-то находятся далеко, какие-то близко, какие-то очень близко. Ну, а на этот раз вот просто рядом. Они стояли на самой проезжей части дороги, если можно так сказать. Но прошли до них, буквально ничего. Мы съехали с трассы, остановились и, к своему удивлению, увидели, что мы здесь не одни. Ходили люди, тоже делали видео, фоткались и смотрели вот на такую завораживающую красоту. А мы едем в город Айзенах, но, как я уже говорила, в сам город мы заезжать не будем, он останется немного в стороне. Вот, этот город находится у подножия холма, а вот на этом холме как раз стоит замок Вартбург XII века, куда мы и направляемся. Но немножко скажу о городе Айзенах. Этот город является родиной выдающихся личностей Мартина Лютера и
Иоганна Себастьяна Баха. Мартин Лютер учился в школе в Эйзенахе, а потом позже вновь вернулся в город, чтобы укрыться от изгнания в замке Вартбург. Спустя век в этом же городе Айзенах родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых великих композиторов эпохи барокко – Иоганн Себастьян Бах. Примечательно, что Себастьян учился в той же школе, что и Лютер. И еще интересный факт. В этом немецком городе Айзенах находится завод по производству автомобиля BMW. Первое авто сошло с конвейера в 1929 году, быстро став знаменитым на весь мир. И вот мы, оставляя позади уже город Айзенах, направляемся к замку Вартбург. Дорога идет уже потихонечку вверх. Вот здесь вот платные пруды, люди отдыхают, ловят рыбу. А сейчас мы увидим реку Верра. Вот она уже и показалась. Вот за деревьями ее хорошо видно. Здесь даже еще сплавляться будут, и на байдарках будет видно хорошо. Вот. И я уже говорила, когда мы были в Мюндене, об этой реке. Река Вера в Мюндене, в Хан-Мюндене встречается с рекой Фульда и образуется река Везер. Вот. А мы уже на горизонте увидели вот тот самый замок Вартбург, куда мы и направляемся. Замок был построен на высокой скале около 1000 лет тому назад. Он основан в 1073 году графом Людовиком I Тюрингским. Строительство продолжалось более 100 лет, и окончательную форму замок приобрел только к XIX веку. Сами жители Германии считают замок Вартбург самым немецким и самым мистическим, потому что много легенд связано с этим замком. И вот мы видим карту, изучив которую, поняли, что справа находится романтический отель на Вартбурге и Вартбургская терраса с зимним садом. Но мы так увлеклись замком, сразу поднялись к замку, что за этот зимний сад даже и не вспомнили. Но поскольку замок Вартбург находится на высоком холме, естественно, подъемчик был ого-го, подъемчик был крутой. К замку мы поднимались по ступенькам, но есть еще другой путь. Вот, подошли уже к самому замку, вот такой вход, мост, подъемный механизм, который опускает и поднимает этот мост. Все внушает такую силу. Посмотрите, толщина стен какая. Ворота первые, вторые, в воротах двери. И все это пахнет историей. Посмотрите, какая красота средневековая. И вот мы проходим дальше. Да, я не сказала, что, как всегда, мы отправляемся куда-то путешествовать во второй половине дня. Но чтобы и народу было поменьше. Кстати, вот здесь мы по замку ходили, тоже народу было немного. А когда выходили, так вообще было очень мало. Вот истории, а прям на исторических камнях цветы цветут. И вот с каждым шагом видим что-то новое, быстрее хочется это все посмотреть. Вот на территории дворца несколько фахверных домиков. Мы думали, что это тоже дом, но это и есть дом, но на самом деле это голубятня. Это оказалось голубятня. Думали, мы тут просто голубки сидят, воркуют на подоконниках, а оказалось нет, это дом, где они живут. Вот он увит вьющимся растением. По-моему, у нас это растение называют девичий виноград. Вот. И шаг за шагом идем дальше и любуемся исторической красотой. Вот, голуби летают,
живут себе спокойно. Вот наверху развивается флаг Германии. Мимо проходим вот такой деревянной кибитки. Перед нами еще одна арка. Тоже посмотрите, какая толщина. Ой-ой-ой-ой-ой. Тоже ворота. Мощные такие. В воротах двери. И вот перед нами уже открывается смотровая башня. Вот сейчас она прямо вот там вот в арочке видна. И слева здание самого замка. Это замок Вартбург. Вот погода хорошая, небо ясное, с белыми облаками. И вот это была первая площадка на нашем пути по замку, с которой можно было посмотреть на окрестности замка. Вот такие живописные, красивые места, горы и холмы, покрытые лесами, тюринскими лесами. Вот посмотришь, и дух захватывает. Вот такая красота открывается сверху. Тут даже никаких слов не надо. Вот смотри и вот прям вот дыши этим чистым воздухом. Здесь кафе в одном из фахверных домиков. Вот, решили зайти, перекусить. Вот здесь прямо на входе слева стенд. Вот здесь фотографии, я думаю, исторические, преисторические, наверное, вот связанные с историей этого замка Вартбург. Вот они за стеклом. Любой может подойти, посмотреть, перевести, что здесь написано. Вот. А я немножко покажу, да, само кафе, как оно оформлено. Наверху посуда. Не знаю, историческая или не историческая, но оформлено красиво. А вот в окнах двойные рамы, и там целая коллекция чайников, кофейников фарфоровых. Ходила и смотрела, просто одно удовольствие. Оказавшись на территории крепости, вот чувствуешь себя в совершенно другой эпохе, благодаря средневековой атмосфере. Дворец для специалистов интересен тем, что он считается одним из немногих, которые сохранились на территории Германии в романском стиле. Интересно, что со времен его сооружения залы не перестраивались, поэтому можно увидеть настоящие средневековые интерьеры. А это мы уже в самом дворце. Вот посмотреть на фахверные дома, великолепные башни XII века можно бесплатно. А вот чтобы оказаться внутри самого замка, нужно приобрести билет. И вот уже из самого замка, с одной из террас, можно любоваться прекрасными видами у холма, на котором стоит сам замок Вартбург. Вот. И несмотря на суровый вид дворца, некоторые его помещения выглядят очаровательно и довольно ярко. Вот, например, будуар графини Елизаветы. Снимать в самом замке нельзя было, и съемку нельзя было вести. Поэтому, поверьте на слово, вот комната Елизаветы графини очень прекрасная. Стены этой комнаты выложены мозаикой из разноцветного стекла. В музее замка собраны сокровища 9 веков. Среди них ковры, средневековые музыкальные инструменты, столовые приборы. Все это мы видели. А вот сейчас мы оказались в библиотеке. Здесь собраны книги. Книги были представлены нам, туристам, и в других залах. И только читаешь и смотришь. Год издания 1420, 1531. От одних только этих цифр года издания прям мурашки по коже идут. В 1521 году, 22 годах здесь, в замке, находит убежище во время своего изгнания Мартин Лютер. Именно в этом замке, вот сейчас как раз его келья, его комната. И посмотрите, в саму комнату никого не пускают. А посмотрите внимательно, листы переворачиваются сами. Не мистика ли? И вот именно в этом замке
Мартин Лютер перевел на немецкий язык Новый Завет всего за 11 недель. Однажды, по преданию, к нему в келью-камеру явился дьявол, в которого Мартин Лютер запустил чернильницей. И вот с тех пор, как утверждают легенды, на деревянной стене время от времени проявляется темное пятно от чернил, которое не поддается стиранию. Вот. И по некоторым данным, в 1938 году в замке в обстановке абсолютной секретности прошло совещание астрологов и ясновидцев Третьего Рейха, которые обсуждали будущее Германии. Ну вот, а мы уже вышли из замка и оказались в сувенирном магазине. Здесь, мне кажется, как и в любом месте, можно приобрести чай, напитки, кружки, открытки, магниты. И здесь очень много, я обратила внимание, художественной литературы, и именно касающейся Мартина Лютера. Вот здесь азбука, вот эта Библия для детей. Очень много книг с портретом и вот надписью, как мы видим, «Мартин Лютер». Мы тоже приобрели себе сувенир. И вот невозможно было не вернуться к этой голубятне, к этому прекрасному зданию, потому что здесь находится вот такой фонтанчик, металлический фонтанчик с дракончиками, с розочками. Здесь можно и умыться, и попить, утолить жажду. Вот такой оригинальный фонтанчик. И место такое уютное, скромное, красиво. Нам на территории замка Вартбург очень понравилось. И вот флаг Германии гордо развивается на одной из башен замка. А это резервуар, где хранили воду в те времена. Вот такой вот он круглой формы, прям перед самым замком. Здесь на территории много скамеечек, мест, где можно посидеть, отдохнуть, очень много цветов. И вот эта вот сторожевая башня, на которую я сейчас и поднимусь. А это еще одна локация выше первой, поднялись еще выше, вот, с которой тоже открывается прекрасный вид на город Айзенах, его окрестности. Вот видим и сами средневековые стены замка Айзенах. И вот эта башня, где мы сейчас и побываем. Вход на башню платный, турникет стоит, надо заплатить 1 евро. Согласилась подняться только я одна, никто мне компанию не захотел составить, но я считаю так, если есть возможность что-то посмотреть, надо обязательно посмотреть, поэтому я поднимаюсь на самую высокую верхнюю точку замка Вартбург. Вот такая красота открывается, но это еще не самая верхняя смотровая площадка. Идем дальше. Вон, о чем я вам говорила, видите, народу очень немного, потому что время сейчас, наверное, может быть даже к 5 часам вечером приближалось. В этой замке есть еще исторические комнаты, но я не стала туда заходить. Иду, поднимаюсь все выше и выше. Видно, что и народу уже совсем немного. Вот такой прекрасный вид не только на окрестности замка, но и на сам замок. Вид прекрасный. Вот балкончик видим, а наверху сидит лев. Сидит лев. А вот вы знаете, с площади перед замком его даже и не видно. Я даже его и не видела, только вот здесь, поднявшись, увидела. А вот еще вот этот город Айзенах, и вот приблизила, посмотрите, какое-то там еще историческое здание, такое красивое. Надо узнать, что это за здание такое. Вот, у подножия, вот такие красивые тюрингские леса. Вот это уже самая верхняя смотровая площадка, куда туристам можно подняться. Вот здесь видно и вход арочный, сам дворец хорошо, башня, фахверные дома.
лев, тот же лев, крест и флаг Германии. В общем, дух захватывает от такой красоты. Вот город Айзенах, зеленый, уютный, красивый, белый город с красными, коричневыми крышами из черепицы. Вот, прошла по всему периметру башни. Скажу честно, даже не хотелось уходить, но такая красота, такая прелесть. Вот смотришь и не видишь, и вернее и не веришь, что ты все это видишь и созерцаешь. Вот такая картина. На фоне голубого неба, белых облаков, великолепный замок Вартбург XII века. Но как бы не нравилось, а спускаться надо. И вот у самого замка макет замка. Тут все подписаны помещения, строения, все башни. Все, кому интересно, можно подойти, прочитать и перевести. Вот южная башня, южная навесная стена и так далее. Все для нас, для любознательных. И не поверите, невозможно было не вернуться вновь уже в который раз к этой голубятне. Но такая прелесть, такая красота. Вот смотришь и не насмотришься никак. Такие они беленькие, чистенькие, аккуратненькие. Одни воркуют, другие перышки чистят, третьи вон из окна выглядывают. Вот, но как бы хорошо не было в замке, нам, конечно, все очень понравилось, но вот вам, пожалуйста, выход из замка, и деваться некуда. Вот опять же тот же мостик, который поднимается, опускается, и, как всегда, окрестности города Айзенаха, вот эти ворота, которым не знаю сколько лет. И вот такой красивый вид. Красивенно, я бы даже сказала. Очень красиво. На горизонте те же ветряные мельницы. Вот, мы ждем, пока дочка выйдет из замка, и хотим посмотреть замок вот с этой стороны. Здесь есть смотровая площадка. Вот как раз по верхней галерее этого замка Вартбург мы и ходили. Вот они, элементы фахверного здания. Вот выходит дочь, и идем на смотровую площадку. Вот так выглядит смотровая площадка, откуда очень хорошо вот с этой стороны виден замок Вартбург. Вот такая красота. И гордо развивается флаг Германии. А мы спускаемся вниз. Сейчас уже не по ступенькам, а вот по такой извилистой дорожке. Вот там где-то далеко-далеко стоит наша машина. В общем, мы получили огромное удовольствие, массу впечатлений. Вот я еще не могла не заснять по пути вот тут прям из средневековых стен. На средневековых стенах, вернее, колокольчики растут. И да, вот мы поднимались, когда еще только поднимались, по всей дороге пышно цвела бузина, жасмин, шиповник. А я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.